Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Что готовит судьба? Ключи судьбы в событиях ближайшего будущего. Давайте допустим, что эти ключи сейчас в ваших руках. И достанем 3 карты, как знаки судьбы в событиях ближайшего будущего. Чего это может касаться? Пусть нас как 3 варианта немножко сориентируют, на что обратить внимание. Или чем завершится та или иная ситуация, о чем нам расскажут карты. Может быть, как решится ваш вопрос, или какое продолжение следует в ближайшее время. Давайте с вами узнаем. И планетарные транзиты, в которых мы сейчас с вами проживаем, я делаю этот расклад в июне, они нас ставят, наверное, всех абсолютно перед основным вопросом, что я выбираю для себя. И понятно, что вопросы у каждого имеют свою какую-то дистанцию, да, или, к примеру, у кого-то вопрос более такого мелкого порядка и решится быстро. Или наоборот, вы думали, что мелкого, а тут он обрастает какими-то новыми сведениями, какими-нибудь бумагами, так тоже в нашей жизни бывает. И уже дистанция увеличивается, или у кого-то более масштабная тема. Поэтому я не ставлю определенных сроков. Ближайшее будущее это где-то, это может быть и июнь, июль, и август, ну кто знает, может быть это где-то протянется у вас вплоть до ноября, с учетом Урана в вашем знаке зодиака с июля. Поэтому перекладывайте вот те подсказки карт, а я вас хочу пригласить на свой сайт, на котором есть и планетарные гороскопы, есть и статьи по психологии. Мы идем вперед. 3 карты, как знаки судьбы. Первый знак судьбы в событиях ближайшего будущего. Второй знак судьбы. И третий знак судьбы в событиях ближайшего будущего. Давайте узнавать, с чем же это связано, что за знак судьбы. Ну, было какое-то разочарование в основе всего. И ведь 3 мечей, вообще все тройки – это карты будущего. Но эта карта нам говорит о том, что есть какая-то нерешенная, незакрытая тема, которая связана с каким-то разочарованием. Может быть, это разочарование отчасти, когда вы кому-то доверились, а вас предали. Или какое-то бесцельное ожидание. Было обещано, но это в жизни не состоялось. Потом мы тоже понимаем, что мы сделали какую-то ошибку. Может быть, и не понимаем, кстати. Такое тоже допускаю, потому что сама по себе карта у нас колода 78 дверей. Нам показан человек, который... Двери ведь открыты в этой колоде, это имеет принципиальное значение. Так вот, двери открыты, но человек продолжает сидеть. И вот он уже какой-то план замышляет. Кукла Вуду, иголки, да, тут и все, что полагается. Тем не менее, 3 мечей – карта выздоровления и здорового равнодушия. Вам как-то нужно... Есть тот вопрос, вот что вам сейчас не дает покоя. Когда вы, неважно, открыли это видео, значит, что-то вас привело на мой канал, даже если вы не подписаны, что-то вас привело именно за тем, чтобы вы для себя прояснили тот или иной вопрос. Или, прослушав наш расклад, для себя мысленно проиграли заново какую-то ситуацию и поняли, ну, вот так вот через откровенность с самим собой, правильно ли были мои действия. Здесь есть что-то для обдумывания, но карта ведь нам о чем говорит? Да, карта тройки всегда будущее, но не повтори какой-то минусовый опыт, который у тебя был в прошлом. Это карта выздоровления, наступает уже здоровое равнодушие. В хорошем смысле. Почему? Потому что не мешают эмоции оценить правильно ту или иную ситуацию. Давайте узнаем, с чем же это связано. Почему это произошло? С чем связано это событие? Достанем карту, проясним. Какая сфера жизни? Возможно, у кого-то вопросы с деньгами, вопросы с домом. Вообще, это карта самодостаточного человека. Тут что-то у вас могло развиваться очень даже неплохо. И, кстати, двери открывали вы сами. А почему тогда 3 мечей? Вы как сами добровольно от чего-то отказались, мои дорогие. Кто-то отказался от отношений, кто-то отказался от работы, кто-то надумал, может быть, переезд, да, и вдруг что-то застопорилось. Вы явно просчитали, какой-то себе план создали.
Или думали, что у меня дело в шляпе, потому что по девятке пентаклей это карта человека, который сам немножко по себе, на своей волне. И иногда нам такое необходимо состояние души. Но если мы говорим самодостаточного еще человека, эта карта. Так вот, самодостаточность, она формируется самодоверие. Но иногда самодоверие пересекается с самонадеянностью, мои дорогие. Вот очень такие, знаете, тонкие вибрации. И если мы себе правду вовремя не скажем, от каких-то поспешных действий не остановим, то потом события мы как вроде изменили, да, ход истории. И они развиваются в каком-то своем собственном ключе. Вот вам что-то казалось, что вы решили проблему. Или словно вы вышли уже, да, как из какого-то заточения. Но, может быть, надо было этот выход как-то сделать красиво. Или как-то по-другому. Или не уходить в никуда. Вот у кого-то так может проиграться. Или, ну, для себя какой-то запасной аэродром продумать. Хорошо, и что? Ну, так тут у вас какая-то победа была. У кого-то, знаете, может быть и такая ситуация. Вы добились своего. То есть вы хотели что-то получить, но, наверное, предполагали, что итог будет несколько иной. И в итоге вы получили то, к чему вы стремились. Но на сегодняшний день почему-то это вас не радует. И посмотрите, у вас ведь какая-то очень сильная позиция была, если мы спросили, почему это произошло. Может быть, это у кого-то по отношениям было все стабильно, все понятно. Но что-то пошло не так, вам что-то... Ну, вы хотели, одним словом, по разным мотивам переиграть. В итоге у вас это получилось. Ну вот теперь это не приносит ни радости, ни какого-то смысла. Может быть, это имеется в виду и по работе, мои дорогие. Вы думали, какой-то проект у вас будет развиваться, а он немножко застопорился. Или вы думали, что по переезду, например, да, что-то у вас тут быстро осуществимо, потому что все вроде шло в гору и уже практически подошло к какому-то итогу. А потом вдруг резко или вы начали сомневаться, или как будто вы все равно сдаете на тормоза или от чего-то отказываетесь. И понимаете, что нет, была определенная оплошность. А если пока не понимаете, то вы можете сетовать на то, что как-то к вам несправедлива судьба. По тройке мечей может быть такое. Вам по пажу кубков говорят, что это могла быть у кого-то история любви с тем человеком, который, ну, может быть, не соответствует вашим ожиданиям, как вы думали это. Тут двояко, конечно, может проиграться. Тут где-то и вы, может быть, ждали от человека нечто большее, нарисовали себе какую-то картинку. Или по ситуации, опять же, вам что-то обещали, вы думали, что оно будет вот именно продолжено, а человек нет. Вот он тут при своих каких-то интересах или когда, если мы говорим инфантилизм, но не торопится этот человек по пажу кубков, не торопится брать на себя ответственность, безусловно. По этой карте могла быть еще и ситуация, которая связана с тем, что, ну, знаете, какая-то недолгая история любви. И, может быть, все начиналось так вот красиво, с вдохновением, со страстью, хотя ни одна карта особо про страсть нам не говорит, разве что шестерка жезлов. Хотелось быть победителем, и вы им стали. Но потом, если мы переложим на какую-то реальность, да, вроде победа есть, но от нее ни холодно, ни жарко. Вот я хочу достать карты, что будет дальше. Как это изменит вас, вашу реальность, вашу жизнь? Что же, где там выход из этого создавшегося положения? К чему все идет? Или как возможность что-то переиграть, исправить, по крайней мере? К чему эта ситуация? Вот смотрите, вам словно... Может быть, и была такая ситуация, как, знаете, проверка судьбы на вашу прочность, выдержку, надежность, терпение, ну и все остальные качества именно по судьбе. Ну, то, что случилось, то случилось. Что сложилось, то сложилось. И сделать нужно выводы, но не застревать вот в этой темной комнате, не ограничивать какое-то общение, а как будто нужно выйти. Иначе мы рискуем застрять. А у вас раз выпадает колесо фортуны, мы ведь спросили, что дальше, есть возможность все исправить. Здесь как будто высшие силы. Вы как
ангелы, силы небесные, назовите как угодно, силы небесной канцелярии вам действительно дадут какую-то возможность. Но тут надо действовать, тут не сидеть нужно, не продумывать какой-то хитрый план, ни разу не поможет. Здесь нужно, возможно, куда-то поехать, отправиться, провести переговоры, правильно быть понятым. Вот это тоже есть такой момент. И не оставить что-то на потом, потому что этот шанс не продлится долго. Что будет дальше еще? Мы, конечно, можем вот где-то так подзастрять по 4 мечей, ведь ничего не происходит. Это карта приведения мыслей в порядок. Это карта отдыха, кстати. Может быть, и вам и нужно взять какую-то паузу, или в будущем вам придется где-то ее брать, эту паузу, да? Но она не должна затянуться и перейти потом, вот как по 3 мечей, в какое-то опять ожидание. Заново что-то переосмыслять. Мы тут делаем выводы и идем дальше. Поэтому я так вижу, что вам придется принимать важные решения буквально на ходу, давая себе, может быть, какие-то минуты для того, чтобы рационально определиться с тем, что имеет смысл продолжать или нет. Но вам вот вроде как есть какой-то, да, как экзамен жизни, но судьба может что-то подобное вам повторить. И если были какие-то сомнения, или наоборот, было желание, и вы поступили по-своему, вот какая-то история может вам вернуться еще раз. Может быть, вы это и предчувствуете. И это где-то вас сковывает. Но, видимо, пройти той дорогой судьбы, которую для вас раскрывают высшие силы. Тут нужно мужество. Что же будет дальше? Ну вот кто-то, посмотрите, поставит или может, по крайней мере, перевести вот эти измышления в длительную паузу. И тогда ничего не происходит. Ничего не меняется. И вот, наверное... Что будет дальше? Решайте вы сами. Мне нечего добавить. Мы все разные. Кто-то 4 мечей переведет как в рационализм, подведет итоги, может быть, и на бумаге, может быть, есть что просчитать, и все-таки стартанет куда-то из вас. Или будет искать выходы из создавшейся ситуации, а кто-то все поставит на паузу, и у нас получается как тупик. Может быть, вы пытаетесь решить какой-то вопрос, ведь по аркану повешенный он сам себя перевернул, чтобы увидеть с другого ракурса. Но все-таки карта по колесу фортуны нам говорит, само по себе ожидание тебе не принесет ничего. Ну, давайте я еще одну заключительную карту. Не хотят, но, видимо, потому что мы все разные. А ведь и правда какой-то опыт. Вы, может быть, даже проходили уже подобную ситуацию не впервые. Вот посмотрите, вы к чему-то словно шли, и вы это добились. Но, может быть, кольчужка маловато, или просторов не хватало по вашему проекту, по вашим желаниям. Что-то вас не устраивало. И, скорее всего, было принято решение «я ухожу». И не устраивало либо по работе, либо по отношениям, хоть в личной жизни, хоть в рабочих отношениях, в бизнесе. И в конечном итоге вы получили эту самую победу. И... состояние на сегодняшний день 3 мечей, которое должно быть обдумано. Нам говорят, да, тебе есть шанс исправить. Будет время подумать, но от тебя только зависит по дистанции, как долго ты будешь думать. Либо ты это что-то затянешь до бесконечности, и потом 8 кубков. Либо ты решишься сам на какой-то шаг, или решится какой-то человек. Или словно... Вот это вот окно возможностей, мои дорогие близнецы, может и закрыться. Я такое допускаю. Поэтому перекладывайте на себя, с чем это связано. Хочется достать все-таки мне еще одну карту, как карту совет. Вот по первой ситуации. Понятно, что у каждого тут своя задача. Но как вот вам поступить, что нам карты говорят? Ну вот карты так и говорят. 5 мечей – это всегда пентакли, извините. Ну, как любая 5, это всегда недостаток. Вот по пентаклям первое – недостаток финансов, второе – недостаток взаимопонимания. Это нужно нейтрализовать. Тут нужно не сидеть, обдумывать и строить какие-то просто планы. Тут надо максимально быстрее как-то к реализации приступить. Может быть, даже на бумаге или для самого себя подвести итог, что у меня сейчас, в чем я ресурсен или ресурсна.
а может быть для кого-то и закрыть в прошлое дверь, но тогда не допускать какого-то дежавю, понимаете? Может быть и прояснить какую-то вашу историю, если есть такая возможность, и оппонент, будем говорить, откликается, а если это вообще какой-то тупик, да, как темная комната, и нет никакого выхода, ну, так тогда надо искать новые варианты, мои дорогие. Но помните, что где-то вам придется как и договариваться, так и решать еще вопросы по финансам, потому что выход есть, но и, наверное, так работают законы Вселенной. Если мы какой-то экзамен прежде не сдали, то нам Вселенная, пространство будет его повторять снова, и чтобы не было какого-то дежавю. Мы делаем выводы правильные, и тогда идем дальше. Но идти дальше все равно придется. Кстати, эта карта иногда говорит о том, что мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому выход, мои дорогие, есть. Как когда-то вы его нашли, может быть, прежний период, и тут ведь у кого-то будет связано с периодом в предыдущие годы, а у кого-то это может быть и несколько месяцев или пару-тройку недель. Мы все разные. Второе событие, как знак судьбы, Верховная Жрица. Эта карта призывает нас услышать интуицию, вас, мои дорогие. Хотя может и означать человека, который словно в тени, выпал из вашей реальности, не общается. Может быть и есть тот вопрос, который нужно продумать, и вы не знаете, как к нему подступиться. С одной стороны, не выносить вердиктов, безусловно. Молчание вам буквально помогает. Но чем вызвано это молчание? Молчание не в плане, что вот вы сами в эту тень уходите. Нет, тут ведь нам говорят, ушел в тень, вот ты там и застрял. Здесь наоборот, недопонимание должно быть нейтрализовано, но в каком-то очень правильном ключе. О себе много не рассказать, чего-то не пообещать. В какой-то вопрос, может быть, и не включиться раньше времени, пока вы для себя не проясните что-то более конкретно. Давайте мы с вами узнаем, почему это происходит, с чем связаны эти события. Опять же выбор, мои дорогие близнецы. Вы посмотрите, у вас тут выбор, как 2 восьмерки кубков и старший аркан влюбленные. У кого-то выбор и по личной жизни, но все-таки для кого-то это будет и выбор по части работы или того дела, которым вам нравится, мои дорогие, заниматься. Ведь восьмерка кубков у нас всегда говорит о том, что мы хотим идти и получить то качество жизни, о котором мы мечтаем. Но, может быть, мы погорячились, в чем-то поспешили. Думали, что да, вот мы ресурсны, а потом сталкиваемся с такими событиями, которые мы не в силах преодолеть. Поэтому какое-то состояние выбора, и выбор нужно делать правильно. А у кого-то напрямую вопрос касается отношений. Что же это еще, почему это произошло? Аркан Колесница. Ну, правда, мы тут самонадеянны. Мы ищем популярности, мы ищем признания. Может быть, вы это и нашли где-то. Но потом что-то последовало, что либо вы закрылись по аркану Верховная Жрица, либо человек закрылся. Может быть, второе событие нам говорит о том, что нужно наладить как раз какой-то контакт и для себя, прежде чем сделать этот выбор, максимально что-то прояснить. Может быть, мои дорогие близнецы, нужно куда-то отправиться, провести те или иные согласования. Может быть, вам придется даже беседовать с какими-то высокими чиновниками, согласовывать вопросы по документам, я такое не исключаю. И знаете, по этой карте где-то скорость вам будет помогать. Тут правда, самое главное не застрять вот в этой темной комнате. Или не застрять в каких-то своих мыслях. Не застрять в прежних победах. Быть готовым к неожиданностям. Ведь эта карта тоже, это, кстати, карта успеха. Но встречай все новое, что приходит на твой порог. И не оглядывайся назад. Поэтому... Если даже приходится прояснять вопрос по отношениям, и вроде человек откликается, да, тут будет двояко, то тогда максимально вынести на поверхность те вопросы, которые вам покоя не дают. А если вы видите, что человек закрывается, то время делать важные выводы и идти вперед, не оглядываясь назад. Не должно быть двойственности, мои дорогие, с чем это связано. Тут будет действительно еще и выбор стоять между тем, что что-то для вас как открывает траекторию, а где-то закрытый путь. И знаете,
Ну, наверное, все-таки есть определенное дежавю. Вот как вы прежде думали, что, эх, я сейчас куда-то быстро попаду. И, может быть, вы и попали, мы говорим. Но или что-то получилось осуществить. Но оно не приносит нужного вдохновения или решения каких-то вопросов. Вот есть ведь, да, победа. И вот вам вот в эту ловушку нельзя попасть еще раз. Почему? По пятерке жезлов проходит, что вы и сами можете менять свое мнение, или в будущем вас много что будет интересовать. Но, может быть, смотрим-то мы вперед, но какую-то подушку безопасности все-таки мы должны для себя создать. Почему? Куда мы торопимся? Нам карта говорит, ты можешь пробить вот эту кладку, но не факт, то, что ты представляешь себе, именно представляешь, как что-то новое. То, что там откроется за этой дверью, тебя будет радовать или будет вдохновлять. Но тут не все так однозначно. У вас 2 старших аркана, серьезный какой-то выбор, но не откажитесь от будущего. Ведь по колесу фортуны проходит то же самое. Ведь правда вы какую-то как, смотрите, по судьбе проходите вот этот самый экзамен. Карта Иерофант, это мы учимся, но и экзамены сдаем тоже. Это и к вам могут обращаться по некоторым вопросам, в чем-то вы профи, это точно, и значит, вот именно это нужно развить по максимуму. Для тех, кто из вас работает в сфере просвещения, по этой карте вы можете добиться очень многого, мои дорогие. Но и аркан Иерофант, это еще и мы учимся тоже. Поэтому осваивайте новые технологии, будьте готовы где-то принимать или продумывать те предложения, которые не входят в ваши планы. Они могут для вас тоже приносить какие-то судьбоносные перспективы. Здесь не все можно как бы, ну вот в первую минуту осознать или делать вывод какой-то только лишь исходя из того, что вы хотите этим заниматься именно прямо сейчас или нет. Здесь как вот тот вопрос, что я выбираю для себя. Так вот это выбор или что вы хотите выбрать. Тут нужно видеть на пару шагов вперед, потому что по тузу мечей всегда есть выход из лабиринта. Но прежде чем мы этот выход найдем из лабиринта, мы несколько раз упремся лбом, словно в стену. Или думаем, что там дверь, а потом понимаем, а нет, елки-палки, там все-таки стена. Так что же будет дальше? Как это изменит вашу реальность или изменит вас самих, мои дорогие близнецы? Что будет дальше? А вот карта скорости. Вот смотрите, опять какая-то история. Карта скорости колеса фортуны. Карта скорости у нас выпадает колесница сама по себе. Тут какая-то информация придет, которая для вас может быть как пункт, точка какая-то отправления нового или точка невозврата для старого тоже. Здесь может прийти какое-то сообщение, которое меняет вообще направление вашей жизни. Или вам могут что-то предложить такое, или вы услышите, может быть, вы услышите в средствах массовой даже информации. И если это как-то оказывает влияние на вашу жизнь, на ваш бизнес, на ваши личные дела, это тоже надо будет продумать, понимаете? И, скорее всего, быстро действовать. То есть все равно темп вы набираете. У меня есть колоды, в которых восьмерка жезлов тоже называется картой трансформации. Поэтому какая-то трансформация неизбежна. И, понятно, выбор, если мы находимся на этом выборе, его надо делать однозначный. Однозначный и очень правильный. Тут окончание. Может быть, это вы получаете какое-то известие, что что-то заканчивается. Карты вам хотят сказать, что прежний жизненный этап тоже закончился. Ну и еще, если мы говорим, опять же, о выборе, мы в 2 стороны сразу не пойдем. Направо и налево не получится. Мы выбираем какую-то одну тропу жизненную. И вот, видимо, какая-то путаница у вас самих должна закончиться. Что же будет дальше? Ну, тут есть к чему вернуться, мои дорогие. Вот посмотрите. Интересный у вас расклад, мои дорогие близнецы. Тут как будто принятие решений для вас очень сложно. Может быть, оно усложняется тем, что вы когда-то приняли решение такое скоропалительное, а потом в этом разочаровались.
но ведь оно вам принесло какую-то девятку пентаклей, мы говорим, да? Карта как денег, так и возможностей, прочного положения в обществе, прочного положения нас самих, может быть, решение вопросов семейных. Вот было ради чего, скажем так. И вот вторая карта, которая нам раскрывает как знак судьбы. Просто тут нужно что-то и обдумать, и больше себя настроить на правильные действия и решения. Хотя они, возможно, будут связаны тоже с каким-то выбором. Но если вы его сделаете правильно, по девятке кубков, да это полный релакс. Это новое качество жизни. Но пусть что-то и не повторится, но это новая точка отсчета в вашей жизни, мои дорогие. Поэтому вроде как экзамен какой-то по судьбе нужно пройти. И в этом знак судьбы. Давайте посмотрим. Вы останетесь как будто довольны, если сделаете правильный выбор. И вот смотрите, третья, точнее, карта, двойка пентаклей, как знак судьбы, это взаимодействие. Если мы говорим про эту колоду, об этой, точнее, колоде, и принципиальное значение имеют двери, синхронные ныряльщики, взаимопонимание, договоренности, это и дипломатия, это ваше все. Это как ваш конек. От синхронности, от правильного понимания вас людьми, и также понимание вас людей будет вот эта гармония, эмпатия, взаимодействие. И зависеть. Вот эти двери, которые изображены на дне бассейна, они тогда для вас откроются. Поэтому дипломатом, я так вижу, быть стоит. Вот хотела узнать, почему же это произошло. Вот посмотрите, тут были какие-то, может быть, иллюзии. Но мы уже об этом долго говорили. С одной стороны, нужно надеяться на самую себя. Но я бы сказала, это, конечно, может касаться для девочек. Это вот вы должны где-то оттолкнуться от своих собственных намерений, желаний. Может быть, даже построить какое-то свое личное дело или уделить внимание по развитию собственного творчества, как вообще переключить внимание в какую-то иную плоскость. Потому что здесь даже финансовая ситуация ровным счетом будет зависеть от вас самих и от того, какое вы направление выбираете. Но правильно взаимодействовать. И не должно быть иллюзий. Не должно быть какого-то ожидания. Ведь по этой карте мы часто ждем. Все ждем и не можем дождаться. Мои дорогие мужчины, эта карта будет говорить и для вас где-то. Будь великим дипломатом. Надейся тоже где-то на самого себя. Но если прежде, может быть, в каком-то вопросе вы были безапелляционными более. Или где-то, ну и резкими. Вот здесь нет. Даже то, что вам может казаться как-то криво, непонятно и не нравится. Не торопитесь отказываться. Храните молчание. Вот, видимо, вот все эти три знака судьбы, они, мои дорогие, взаимосвязаны. И это ведь старший аркан. Но на кону ваш новый статус, новое качество жизни. Так почему же это произошло? С чем это связано? Вот эти события. Или будут связаны? Еще один туз мечей, нам говорят, выход из лабиринта. Это то, что мы уже с вами видели по предыдущим картам, когда они переворачивались. С чем это будет связано, но я дальше не достаю. Правда, тут есть возможность быть счастливым, мои дорогие, или счастливой. И, может быть, для кого-то из вас, если прежняя история любви, ну, не случилась, не произошла. Может быть, это было какой-то далекий срок тому назад, а у кого-то это было и недавно. Значит, тем не менее, либо новая история будет, которая, она обязательно состоится в вашей жизни. Но пока вы тоже ведь не определились, словно находитесь в каком-то двойственном положении. Куда мне, направо, налево, какой выбор сделать? Или пусть это касается работы. Пока мы сами с чем-то не определимся, вот эта путаница, хаос продолжается или перемещается из нашей ментальности в жизнь реальную. А здесь вот нужно делать какой-то выбор. И заканчивается вот этот лабиринт. А десятка кубков, да это все по максимуму. Это и теплый уютный дом, это и надежные люди, это где-то и финансовое благополучие. И это все то, что вам приносит правильное взаимодействие с человеком или с людьми. Может быть, и с высокопоставленными персонами. Ну ладно, две карты. И вот посмотрите, в каких энергиях. Потому что тут нам это показывает, что может быть.
Но к чему надо быть готовым? Вот если мы спрашиваем, с чем это будет связано. Видимо, как и выбор или выход этот из лабиринта, вам придется действовать методами теми, к которым вы не привыкли. И обе карты нам об этом говорят. Во-первых, что-то должно завершиться, какая-то многозадачность, когда вы тратили попусту силы. Вот как этот человек, который бьется буквально в стеклянную дверь, пытаясь к себе привлечь внимание. Она показана, все проходят мимо, причем каждый на своей волне, с какими-то мрачными лицами проходит. А человек пытается, толкает эту дверь, думает, ну, сейчас мне кто-то придет на помощь. Надейся на самого себя. И вообще-то эта дверь открывается в другую сторону. А мы даже не заметили. В нашей настойчивости мы не видим, что двери откроются очень легко. Просто нужно потянуть на себя. И вот, скорее всего, это действие, если мы говорим, оно какое-то отличное от предыдущих. Прыгать нужно. Двери как будто горят. Не терять времени даром. И страшно, правда. Какие-то внутренние сомнения, страхи, они тоже присутствуют. Видимо, от этого не уйдем. Мы люди, нам всем свойственно сомневаться или нарисовать себе какого-то мрака. Но вот если мы так посмотрим взглядом беспристрастным, девушка зовет на помощь, а нам по карте видно, да нет никого. Прыгать пора. А ей кажется, не прыгала никогда, убьюсь. А мы понимаем, глядя, да, со стороны, ну, подумаешь, там синяки, шишки. Ну, жива останешься. Вот у кого-то может быть принципиально важный вопрос, а на кону ваше счастье и благополучие. Хорошо. К чему же это может прийти? Что будет дальше? Как это меняется как меняется ваша реальность или как меняетесь вы сами? Вот это самое взаимодействие. Хотя нам где-то карты уже об этом сказали. Ну, давайте достанем все же карту. Король жезлов. Но, видимо, шаг за шагом постепенно вы становитесь сами хозяином собственной жизни, идейным лидером, харизматичным лидером. Может быть, есть конкретный человек, который вам дает какой-то дельный совет. Он делать это за вас не будет, об этом нам тоже говорит карта. Но что-то будет дальше, когда вы можете построить карьеру. И как раз о чем вы мечтали изначально. Но, может быть, оно пошло что-то не так. В конечном итоге вы это достигаете. Нового статуса достигаете. Но это будет через обнуление. Главное, не совершить какую-то оплошность. Нам ведь всегда эта карта говорит о том, что это новый совершенно жизненный этап. И невозможно построить новое качество жизни на каком-то прежнем шаблоне, мои дорогие. Мы с вами живем в эпоху перемен. И Уран в вашем знаке зодиака, который будет пробный заход делать до ноября с июля. Нам вообще неплохо бы приготовиться к неожиданностям. Это для всех. Информационным технологиям, ну или когда какая-то система тоже может меняться, законы могут меняться. Вообще формулировки даже какие-то могут пересмотрены быть, понимаете? А в конечном итоге это ведет к чему-то большему. И мы выходим на новый уровень, но нам придется словно опять что-то начинать как бы заново. Не вспоминать что-то былое, не забыть и прежний опыт, чтобы не оступиться. Это будет важно для кого-то из вас. Это будет означать совершенно новые возможности. Новые возможности видеть мир, взаимодействовать, может быть, с миром по-новому, учить языки или построить какую-то совершенно новую стратегию, тактику по части достижений собственных, карьеры, бизнеса. Возможности перед вами приходят. А еще эта карта здоровья отчасти, потому что здесь у нас и бодрости хватает, так и новые возможности будут приходить в твою жизнь. Если мы спросили, что дальше. И тебе, видимо, придется вот этот опыт, он тебе необходим, потому что ты еще не раз будешь где-то сомневаться, а тебе будет необходимо принимать важные решения. Что будет дальше? Исполнение какого-то желания, мои дорогие. Туз жезлов. По тузу жезлов будьте готовы к тому, что если вот вы делаете какие-то правильные действия, правильно договариваетесь, правильно выстраиваете взаимоотношения, правильно какие-то приоритеты, ну и вот как эти двери, да, стеклянные, в правильную сторону открываете, то вы себя потом поблагодарите.
за то, что вот в этот период вы сделали какой-то очень важный, правильный, как и вывод, так и выбор. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.